Добрый день, уважаемые друзья, с вами Десять на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Ребятки, мы сегодня готовим, наверное, самое сытное, самое вкусное, самое простое, ну и, конечно, самое любимое блюдо одесситов и не только одесситов. Мы сегодня готовим классический рецепт макаронов по-флотски, и для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Друзья, конечно, какие макароны без макарон? Я взял классические такие рожки, но не, будем так говорить, образца не полосатого, есть такие полосатые рожки, а у меня такие итальянские рожки, маленькие. Друзья, кусочек мяса говяжьего, дальше лука, достаточно большое количество, друзья, петрушечки для украшения, чесночок, здесь набор для мясо. Расскажу, как я буду его делать. Здесь лавровый листик, горошек душистый, горошек черный у нас. За чесночок я уже сказал. Соль, перец, подсолнечное масло, соответственно. Все. Ребятки, сейчас, как всегда, легким движением руки, как в Черном море, разгребу это все. И вернусь к вам, начнем готовить пошагово этот рецепт макаронов по-флотски. Вместе со мной, друзья. Увидимся. Ребята, и первое, что я сделал, я налил водички в кастрюлю холодную, отправил туда мясо. Да, я буду готовить не с фарша, как все привыкли, непонятно с чего. Я буду готовить именно с вареного мяса, потому что многие берут на макароны по-флотски фарш. Я этого не делаю. Я уже сделаю из вареного мяса, вы посмотрите, что дальше. Сейчас мы отвариваем мясо, ребятки. Сейчас водичка закипит, я сниму шум и покажу, что будем делать дальше, ребятки. А этим временем, конечно, мы сделаем одну хорошую вещь. Мы почистим лук. Не спеша, спокойно мы почистим лучок, друзья. Лучочек за лучком. Ребята, кстати, история. У каждого своя история макаронов по-флотски. Но классическая история, да, вы знаете, что на судне не хватало еды. Была большая команда, и кок, повар на судне, выбрался из ситуации, что вот он как раз сделал достаточно мало мяса было, но много было круп, макарон и всего остального. И вот он выбрался из ситуации таким образом. То есть здесь, будем так говорить, процентов 100 макарон и процентов 20 вообще должно мясо. Но мы сегодня по-другому сделаем, по-классически, по-одесски. Увидите. Ребятки, и вот шум сняли. Она уже где-то минут 40-45 варится. Посмотрите, говядинка. И я сразу ее солю, ребята. Солю достаточно полностью хорошо. Потом еще попробую бульончик. Если не соленое, я досолю, ребятки. И, конечно, вот набор наших специй, то, что я говорю, лаврушка, душистый и обычный черный. Отправляю. И еще, наверное, на минут 45, где-то в общей сложности, 1,5 часа. И отправлю остывать. И вернусь к вам, ребята, покажу, что пока остывает мяско, что мы будем делать. Увидимся, друзья. Ребята, посмотрите, поставил воду на макаронки, на наши рожки. И сейчас буду делать заправочку из луков. Первый шаг к макаронам по-флотски. Лука должно быть много, ребята. Вот я беру вот так вот, разрезаю и достаточно, может быть, крупными, не крупными, вот так вот разрезаю. Так, раз, еще разрезаю на 2 части и режу, друзья. И каждую луковицу вот так вот перерезаю. Ребята, поставил уже сковородку греть, напоминаю. На сковородочку мы отправляем сейчас маслица. Так вот, еще раз показываю. Видите, сам все делаю пошагово при вас, ребята. Ничего не скрываю, вот так как оно есть, так и делаю. Вот. Все. Маслица на сковородочку. Есть. Ребятки, кстати, кто знает, ну, сейчас расскажу. Может, вы мне расскажете потом больше, чем я знаю. Откуда появилась фраза «Одесса
мама. Да, вы скажете, давно-давно это было. А было как? Когда все это построилось, я сокращенно по-нашему, по-обычному, не буду долгих фраз, долгих дат называть и все остальное. Вот, построилась Одесса. Конечно ж, как заманить людей? Ну, высшие правительства наши сказали, мы сделаем Порто-Франко, свободная зона торговли, то есть безналоговая зона торговли, друзья. И получается, все суда начали ехать, то есть работать, кто-то в порту, кто-то на... Потом железные дороги появились и так далее, ребятки. Может быть, я ошибаюсь, конечно, вы меня исправьте. Но вот так вот появилось слово «Одесса-мама». Одесса всех принимала к себе. Любые национальности, разницы нету. Любой возраст и все остальное. Вот из-за этого слова и существует до сих пор Одесса-мама слово. Ребятки, все, перережу лук, начну жарить, вернусь к вам. Ребятки, как я говорю, от души мы нарезали лука. Лука должно быть много. Не помню, как это было на судне морском, который кок готовил, да? Ну, овощей было там много, не хватало мяса. Вот в чем вопрос. Из-за этого я лука кидаю, опять же, достаточное количество. Масло наше разогрелось, отправляю лучочек на нашу сковородочку. Обжариваться, не тушиться, ребята. Максимальный огонь. Обжариваем. И действительно мы делаем жареный лук настоящий. Некоторые делают карамелизированный, там сахар добавляют. Я просто делаю обжаренный лук, ребята, полностью. Хорошо жареный лук делаю. Здесь много лука, сейчас будет влага выходить. И я буду жарить. Он сначала начнет тушиться, а потом я его хорошо обжарю. Увидимся, друзья. Ребятки, и пока обжаривается наш лук, я почищу чесночок. Вот нам нужно буквально для аромата и для убийства всех микробов, как я говорю. Чеснок же убивает все микробы или не все? Кто напишет в комментариях, расскажите мне, ребятки. Но я его всегда не для убийства микробов, для аромата добавляю. Все, буквально 2 зубчика, именно 2 зубчика на такое количество лука, ребята. Почему? Потому что я не хочу делать итальянские макароны, да, как вы скажете. А это будет, если куча чеснока, это же будет итальянские макароны. Да, это настоящие классические макароны, которые мы готовим по-флотски, ребята. Рожки можно использовать, можно просто использовать любые другие макароны, но не главное, никогда не используйте для макарон по-флотски спагетти. Рожки, ракушки можно использовать, крученки, макароны, как говорится, и все остальное. Ребята, начищу чесночок, вернусь к вам. Ребята, и пока вот наш лучочек обжаривается на быстром огне, я еще оставил, потому что у меня там конфорка есть большая, есть маленькая. Я хочу полностью, вот у меня сковородочка маленькая, хочу, чтобы полностью он обжарился хорошо. А дальше, вот, ребятки, маленький нож, широкой частью, получится, не получится, попробуем. Получилось, ребятки. Все, раздавливаю и потихонечку начинаю резать. Вот режу, режу, режу и разворачиваю, ребятки, полностью. И дальше очень меленько начинаю нарезать. Не спешите, кто по первому времени не знает, как резать. Вот, видите, должно меленько быть. Я не буду рубить дальше. Просто вот именно для вкуса добавляю чесночочек. Ребята, для аромата, для вкуса. Можете не добавлять, если вы не любите чеснок. Если для цвета хочется, можно добавить и томата. Ребята, ну я бы советовал, конечно, не томаты, а хорошие консерву помидорок итальянских. Тогда будет идеально. Ну и опять же, это не будет называться макароны по-флотски, это будет называться итальянское блюдо паста. Ну, мы когда-то приготовим пасту. При том же мне нравится несколько паст. Вы увидите, какие я буду готовить. Ждите. Вот так вот раздавил. Вот так, о, совсем раздавил, ребятки. И нарезал.
Так вот делается на кухне в Одессе. На обычной кухне, ребята, вон макарошки уже ждут. Будь здоров, су-шеф у меня тут чихает на фоне. Потому что он говорит, я не люблю чеснок, не люблю чеснок, не люблю чеснок, но кушаю все, что командую. Вот он командует, получается, а я готовлю. Увидимся, друзья. Ребята, белиссимо закипела наша водичка. И нам нужно посолить в первую очередь. Мы солим, ребятки. Не прикручивая огонь, сейчас соль немножечко растворится. Вот так вот хорошо солим, ребятки. И чтобы она хорошо закипела дальше, закрываем крышечкой. Вернусь к вам сейчас. Ребятки, лучочек дальше продолжает жариться. О-ля-ля! Тота Кутунья, Адриана Челентано. Все, закипела вода, отправляем макароны. Ребятки, вот так, раз и все, отправили. И пока мы закрыли. Вернусь к вам, покажу, что делать. Ребятки, все, посмотрите, лук уже почти что обжарился. Макарончики варятся. Отправляю чесночок. Вот. Полностью отправил. И остатки, конечно, нашего вкусного лука. Все делаю на одной сковородке, ребятки. Как говорится. И на одной доске. Смотрите, огонь маленький. Пока, потому что для чесночка, вот лук уже обжарился на большом огне. Огонь маленький. Ребятки, посолить и поперчить нужно блюдо еще ко всему же. Я беру соль, солю, вот это заправочку нашу. Пока я делаю заправочку. И, конечно, перчу немножечко. Вот так вот. Все, перемешиваю все вместе и выключаю. Ребятки, и вот теплое мясо, вот почему я говорю теплое, вы ложите руку, оно не должно обжигать вас. Вы нарезаете теперь. Вот так вот, кубиками, мелкими, под вашу мясорубку. Вот так вот. Ой-ой-ой, какая вкуснятина. Сушеф, привет. Он, как услышал, что я режу мясо, вы представляете, сразу сказал, я проконтролирую, не дай бог, один кусочек куда-то уйдет в сторону. Вы знаете, для чего на кухне сушефы? Они же делают калькуляцию, вы помните, помогают шефам и, конечно, контролируют расход продуктов. Все, ребята, сейчас, чтобы вам не жужжать, а хотя вернусь к вам, покажу, чтобы не жужжать и соседям. Увидимся. Ребятки, попробуем не будить соседей. 2 перчатки, полотенца, мясорубка, мясо уже. О, включаем. Ну, немножко тише, чем обычно. Все, перемаливаем мясо. Ребяточки, вот так вот. У нас, кстати, 12 часов ночи, и это мы делаем. Вот, на крупную мясорубочку, ребята, на крупную. Все, перемолю, вернусь к вам. Ребята, брависсимо, наши рожки сварились. Взял вот такой вот, ну как его назвать, друшляк, ребята. Одесский друшляк. Закипятил водичку. Сейчас промою макароны. Пока я не буду показывать, потому что по техническим причинам макароны уже сварились. Ну, наша мойка забита просто мясорубкой, которая мы мололи мясо. Увидимся, друзья, после промывки макарон. Ребятки, слили макаронки, пока они стоят, созревают. Мы разогреваем лучок наш. Теплая говядинка. Ребятки, сейчас вернусь к вам, нарежу зелень. Увидимся. Ребятки, лук разогревается, чайничек кипит. И мы сейчас немножечко подготовим красоту для наших макаронок по-флотски. Мы нарежем немножко петрушки. Конечно, в давние времена этого никто не делал, но сегодня мы можем сделать красоту. Вот я просто режу немножечко петрушечки. Вот так вот. Крупненькими кусочками, не мелкими, крупными кусочками, ребятки. Есть. Все. Друзья, что мы делаем дальше? Мы оставляем в сторону.
да. Смотрите, лучочек уже подогрелся, я выключаю его. Все, макаронки здесь, вода закипела. Немножко поливаю водой. Вот так вот, согреваю макароны. Вот так перетрушиваю немножко. О, видите, они ожили. Еще немножко водой. Все, ребята, будем делать первую порцию. Выключили уже чайник. Вот сюда, вот просто в тарелочку возьмем ложечку. Вот так вот. Видите, она стекает. Вот она. Стекает еще. Перемешаем, пусть она стечет. Ничего не слиплось у нас. Все идеально, ребятки. И вот я порцию потихонечку. Давайте даже... Не буду. Возьму побольше ложечку, ребятки. Вот такое. Не половник, а ложечка у меня здесь такая есть. Побольше макарончиков насыплю. Вот так вот. Порционно. Ребят, так как я говорил, будет все порционно. Отдельно макаронки, отдельно лучок, отдельно мясо. Все будет отдельно. А потом, по факту, вы перемешаете. Ребятки, дальше что мы делаем? Дальше нам нужен... Сейчас струшу. Оп, пальчиком. Дальше мне нужен лучок. Ребятки, немножко лучка уже разогретого. Вы разогреете это все на сковородке. Вот так вот, пару ложечек лучка. И, конечно, много-много мяса, ребята. Много-много мяса. Я всегда говорил вот так вот. О, еще ложку и еще ложку. И еще полложки. О. Все, друзья, вот у нас это есть. Дальше что мы делаем? Смотрите, мы разровняли. Немножко добавляем подсолнечного масла, чуть-чуть подсолнечного масла и перемешиваем. Это все потому, что у нас есть уже жареное подсолнечное масло. Вот так вот, смотрите, что получается. Если вдруг вам не нравится, что мало лука или мало мяса, мы всегда добавим. Оно всегда прилипает. Вот. Вот так вот. О, вот так. Мне вот сейчас не нравится, что мало мяса, честно говоря. И я добавляю еще ложку мяса сюда. Вот так вот. Все. Ребятки, это будет шедевр. Все, друзья, посмотрите, что получается. Какая красота. Хорошо перемешайте, самое главное. Вот. Вот мясо есть. Ребята, да, пробуй. Сейчас выложу, сфотографирую вам и покажу, что дальше. Ребятки, и пока наши макарошки для макарон по-флотски, соответственно, с одесским акцентом, готовятся, традиционный анекдот от меня, от одессита на кухне. Сегодня чисто одесский анекдот. Сарочка, я смотрю, ты забросила мою любимую диету. Ой, тетя Циля, я таки почувствовала, что хорошего человека становится все меньше и меньше, остается один плохой. Ребятки, сейчас я что буду делать? Пробовать, конечно. Посмотрите, что у нас. Я, как всегда, могу кушать руками, но я взял большую ложку. Ребята, для такого блюда нужна большая ложка. Посмотрите, какая красота. Вот прямо. Ну, разгребаю просто, вот видите, мясо, 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 мясо. Да? И вот беру, загребаю. И вот у нас что получается, ребятки. Вкуснейшая. Покажу, что разваливается. Могу скинуть с ложки. Смотрите. Оно разваливается. Не приклеено, не клейстер, ничего. Видите, ребята, разваливается. И опять же забираю. И, конечно, пробую при вас. Аромат какой прекрасный. Макарошки идеальные. Как я не люблю макароны, честно, ребята. Но они здесь просто не чувствуются, потому что они просто нежные. Ребятки, еще одну ложку, мой, ты ошибся.
М. Здесь ошибок не может быть. Это идеальные макароны по-флотски с одесским акцентом, без всякого фарша, которого сырого. Мы проварили говядинку, прожарили лук отдельно, мы полностью готовили все отдельно, ребятки. Это просто, не знаю, вкусно, очень вкусно. И с вашего разрешения еще по ложечке. Я еще раз показываю, ребятки. Видите? Нету слипания макарон, вот это клейстер этого всего. Все отдельно. Каждый лепесток даже петрушки падает на тарелку идеально. Если вы будете готовить по нашим рецептам, это все будет идеально, ребятки. Мы будем стараться подсказывать вам, как это делать. С вами был Одессит на кухне. Люблю, целую, обнимаю вас. Вам всего самого хорошего. С пальчиками, с колокольчиками. Я никогда никого не заставляю подписываться, либо жать на колокольчик, но не пропустите. И, конечно, подскажите другу, чтобы он готовил вкуснее, чем мы, когда он подпишется на нас. До скорых встреч, друзья. Пока, пока.